Ирония в том, что я не смотрю никакие фильмы ужасов, сериалы ужасов, но в то же время нахожу в них какое-то вдохновение постоянно. Итак, сегодня не знаю, какой день карантина, но сегодня я решила, что хочу сделать еще один постер от Netflix. Дома полностью DIY. Вот, я уже сделала один, попробовала, точнее, я ничего не снимала, поэтому я хочу сегодня попробовать сделать еще один новый. So I was bored and decided to make a Netflix poster. I had these flowers for my birthday and I just took a bunch of different pictures and then I combined them, edited in Lightroom, decided to add some blood, and this is the final result. Я обычно так не делаю, но сегодня очень странный день, поэтому я просто боялась забыть свою идею, и я ее очень быстро нарисовала. Тут ничего не понятно, но должно получиться более-менее интересно. В смысле ручная фокусировка? Мне не нужна ручная фокусировка, автоматическая, спасибо. Моя любимая часть всего процесса в том, что у меня нет никакого штатива ни для телефона, ни для камеры, поэтому я просто каждый раз строю из себя инженера и считаю, что мне нужно было бы поступать в БНТУ вообще. Здравствуйте. Я не думаю, что мне нужно делать супер какой-то яркий макияж, потому что один глаз будет закрыт, поэтому мне нужно накрасить только один. И я думаю, что, наверное, я сделаю цветные губы какие-то. Ну, то есть акцент должен быть, но я не думаю, что это должен быть глаз, поэтому, скорее всего, я просто сделаю красную помаду и просто абсолютно обычное что-то на глазах, стрелку, не знаю. У меня нет новой музыки, чтобы сидеть ее слушать, поэтому... Я знаю, что вот эта ситуация выглядит странно, но you gotta trust the process, поэтому у меня есть видение. Я решила, что я не буду делать красные губы, потому что все-таки сделаю упор на этот глаз. И было бы, конечно, классно иметь черную помаду, но у меня черной помады нету, поэтому нам придется, как и большинство вещей, потом фотошопить. Черная помада, день рождения через год. Просто как бы... ой, я же его сломала. С этой частью мы закончили. Сейчас надо переодеться и, может быть, что-то сделать с волосами, но посмотрим. Ракурс цвета. В общем, так же, как и в прошлый раз, я просто обрежу себя потом и сделаю более вытянутый фон. Или я попытаюсь сейчас найти что-то еще, чтобы предложить и сделать себя выше, не знаю. Но так как у меня в очередной раз нету ни второго телефона, ни второй камеры, поэтому я как бы не смогу заснять весь процесс, только опять, опять запись с экрана с моего телефона. Но все, что я хочу сейчас сделать, это просто пару кадров, которые как мне нужны изначальные исходники, и потом просто не знаю, как это еще объяснить. И потом просто вещи, которые мне нужно будет добавить, профотошопить к картинке. Поэтому сейчас я просто сделаю портретную себя с книгой и дальше уже положение рук и всего прочего. Я постаралась сделать все, что было в моих силах сейчас. Я надеюсь, что получилось нормально и что я смогу это все совместить. Ну, посмотрим. Все
Все скинуто, и сейчас начнется самое сложное. Все это совместить в одну картинку. Это я решила сделать таймлапс, как быстро я все обрабатываю и делаю, но в итоге у меня ничего не получилось, и здесь вначале я вообще испугалась, что кто-то постоянно стучит, оказалось, что это соседи, начали делать ремонт, держу в курсе, вот, и как вы можете понять по моему лицу, все шло не очень гладко, и я ничего не сняла, потому что была очень сосредоточена на этом всем. У меня не получается. Очень сильно, видимо, Очень сильно, видимо, придется упрощать. И идея будет не такая, как изначально. Просто совмещаю все вот это вот в фотошопе. Да. Получилось. И спасибо вселенная за обработку в Lightroom. Я закончила. Это заняло 4 серии на настоящем Netflix. Изначально была не такая идея, но все равно, я думаю, получилось прикольно. И это больше похоже на аниме-постер, чем настоящие постеры, которые они выставляют. Мне все равно нравится. Поэтому